Львы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш второй прогноз на январь 2023 года. Надеюсь, что в этот год вы входите с хорошим настроением, с хорошими эмоциями, прекрасным самочувствием и начинаете обновляющие процессы в вашей жизни. Так сказать, все с чистого листа. Вот и мы с вами начинаем с чистого листа. Будем смотреть прогнозы на январь 2023 года. И помогут мне сегодня в этом парные колоды. Викторианский Таро, Викторианский Ленорман. Посмотрим, раскроем суть предстоящих событий. Настраивайтесь, пожалуйста, на прогноз. Расслабьтесь, подумайте о том, что вас волнует. И мы посмотрим, какие события вас ожидают. Общие энергии месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Арканы перед вами. Начнем. В общей энергии месяца у вас падает аркан равновесия. Это она же умеренность, она же баланс. Ну, иными словами, баланс во всем. Это то, чем вам нужно заняться в течение января. Для кого-то сбалансировать режим дня, для кого-то сбалансировать, в принципе, все сферы жизни. Уделять внимание и здоровью, и работе, и личной жизни, чтобы никто не оставался без акцента. Конечно же, умеренность – это у нас вопрос чистки, вопрос детоксикации и приведения вашей энергетики в порядок. Поэтому разгрузочные дни, праздники уже проходят, начинаем активно заниматься своим состоянием здоровья. Но в целом это зона душевного комфорта. Это заниматься тем, что вас расслабляет, вас радует. Знаете, как уравновешивать все ваши чакры. Поэтому ваша задача найти этот баланс в окружающей среде и внутри вас. А мы посмотрим, в какой сфере отыграется данный аркан. Ну, в первую очередь, видите, восьмерка жезлов. Восьмерка жезлов – это у нас карта скорости, карта новостей, карта, знаете, как форсированных событий. Во-первых, здесь арканы призывают вас не реагировать эмоционально на какие-то новости, на какую-то информацию, которая еще, допустим, не проверена, или вы не 100% не уверены в том, что она актуальна и объективна. Не делать поспешных решений, поспешных выводов. Все неспешно, всему свое время. Не форсируйте ситуацию, иначе таким образом, таким поведением сами себе можете навредить. Если смотреть вопросы работы, у вас здесь ложится тройка жезлов. Новый этап, новые начинания, активность. Это уже, знаете, как подготовительные процессы к вашей рабочей деятельности, это быть в строю. То есть это, говорю, обычная суета-сует, много социального общения, много уже, знаете, как начинаются проектов. То есть, видите, у вас здесь тройка жезлов, многозадачность, делать все сразу. Посмотрим эту ситуацию для тех, кто у нас на данном этапе не работает и работать не может. По восьмерке пентаклей вы не останетесь ни у дела. Здесь будет очень много бытовых обязательств, домашних нюансов, поэтому будете как белка в колесе. Еще карты здесь могут указывать на ваше активное стремление внедриться в социальную среду, заниматься спортом, приводить в баланс свое состояние здоровья, потому что восьмерка пентаклей – это не только карта труда как такового, но и еще активная физическая работа, работа над собой. Но трудоустройства по этим арканам нет. Максимум, что здесь может быть, это какие-то разовые проекты, разовая подработка. Для тех, кто у нас в статусе соискателя, это быть в поиске. Это искать себя. Кто-то может искать работу дистанционно, либо за рубежом. То есть все ваши силы, время, ресурсы будут направлены, нацелены на это. И если же вы у нас наемный сотрудник, то семерка мечей. А здесь как все вовремя проанализировать, подготовиться, чтобы избежать обмана, интриг, подставы, ну и в принципе самому не участвовать в таких процессах. Потому что тройка жезлов – это как бы все слышать, всему внимать, но не быть задействованных в таких манипуляциях, иначе вы понимаете, что эта ситуация может обернуться против вас. Если же у вас свой собственный бизнес, то тройка жезлов и луна. Здесь могли быть какие-то, как я говорю, сбои в работе, то густо, то пусто, изменение работы вашего графика, либо в принципе изменение условий труда. Но сейчас все уже возвращается в то русло, в котором вы работали ранее. То есть появляется зона комфорта. Все замечательно.
Если смотреть финансовую сторону вопроса, у нас падает здесь король жезлов. Безусловно, карта может указывать на вас, и в этом случае здесь это карта дохода, но весь доход в таком случае вы будете тратить на себя. Если же это все-таки смотрят меня женщины, и это не ваш аркан, то, во-первых, это может быть помощь, содействие и финансовая поддержка со стороны мужчины, короля жезлов, то есть это Овен, Лев или Стрелец, либо просто человека активного, делового, с такими, знаете, инноваторскими идеями и взглядами на жизнь, который может вам поспособствовать в увеличении заработка, в приумножении вашего дохода, подсказать вам новые способы заработка как таковые. То есть человек, общению с которым вы сможете поменять свое финансовое положение. Ну и, конечно же, здесь может быть финансовая помощь напрямую от этого лица. Состояние здоровья. У нас падает аркан Мир. Карта сама по себе прекрасная, потому что она вам сулит и хорошее эмоциональное, и физическое, и ментальное здоровье. То есть здесь все более чем замечательно. Для тех, кто планирует, стремился, старался, это, конечно же, может обозначать и указывать на вопросы деторождения. Для всех остальных, поскольку у нас это карта замкнутого цикла, это все-таки указание обратить внимание на вопросы, связанные с пищеварением. Не зря здесь могут быть моменты детоксикации. В остальном здесь сетовать не на что, и самое главное, можно только порадоваться за хорошее самочувствие. Вопрос личной жизни. По девятке мечей они могут у вас вызывать сомнения, переживания, страхи, что-то вас здесь терзает и тревожит. Давайте мы с вами попытаемся прояснить, что же именно. Итак, для тех, кто у нас свободен. Здесь девятка мечей, четверка пентаклей вас может пугать застой. Застой в личной жизни, что по сути вот умеренность, да, ничего не меняется. Как было, так и есть. Вы боитесь упустить свое время, или, как некоторые часто говорят на консультации, прыгнуть в последний вагон. Стоит ли вам здесь сетовать, переживать относительно того, что здесь застой? Вот эта карта указывает на то, что вы жертва сами этого положения. Вы к этому сами привели, поэтому нужно будет менять свое мировоззрение, внутренние взгляды, активная работа с психологом, меняться самому, выходить в социум, даже не с позиции кого-то найти, знаете, как научиться открываться миру, выстраивать диалог, выстраивать общение, посмотреть на то, какие мы все разные, прочувствовать эти энергии и выходить из своего кокона, иначе сами себя съедаете таким положением вещей. Если же вы у нас в любовных треугольниках, девятка мечей, четверка мечей, боязнь того, что отношения могут встать на паузу, либо что они могут прекратиться. С одной стороны, четверка мечей, некая пауза может вам дать момент, говорю, отдыха, осознания, переоценки в текущей связи, но с другой стороны пугает вас. А все-таки, что эти отношения ждет, к чему они здесь могут прийти? Но здесь по десятке чаш, могу сказать, если это ваше, бояться вам не стоит, потому что здесь все придет к созданию семьи. Отпустите, не думайте об этом, не будьте на этом зациклены, и тогда все изменится в лучшую сторону. Если вы в стабильных союзах, то девятка мечей, паж жезлов, они указывают на боязнь каких-то сплетен, интриг, доносов, как я говорю, дезинформации. Ну, допустим, вам нашептали, что кто-то там засматриваться на вашего партнера или на вашу партнершу. Вы здесь уже все на любопытстве, так ли это, хотите эту информацию перепроверить, да, насколько она соответствует действительности. Это как акцент не накручивать себя, любую информацию, которая к вам приходит, перепроверяйте. Не ведитесь на чьи-то интриги, сплетни, на чью-то попытку выбить вас из стабильного эмоционального равновесия. Этим самым навредите только себе и не более того. Совет. Но по королеве жезлов, если, конечно, меня смотрят девушки, женщины, это акцент на себя любимую. Заняться собой, отдыхать, релаксировать, восстанавливаться, заниматься своим внешним видом, внутренним содержанием. Это касается вопросов здоровья и духовного развития. Помните, что вы у себя самое лучшее. Полюбите себя, вас полюбят все остальные. Для мужчин это акцент на женщину огненной стихии, Овен, Лев или Стрелец, либо женщину очень яркую, харизматичную, она может быть с асцендентом в этом знаке. Знаете, вам здесь нужна женщина, которая вас будет мотивировать на какие-то свершения, на какие-то подвиги. Это своего рода как ваша мотивация, как женщина, которая вас одновременно подстегивает, да, а с другой стороны не дает вам зачахнуть. Вот такой вот баланс противоречий.
Но вам нужна именно такая, которая вас будет постоянно мотивировать, делай, давай, развивайся, стремись, потому что она как огонек зажигает вас и поддерживает постоянно это пламя. Если мы посмотрим на неожиданность периода, что здесь за ситуация, какова она? Птицы, собака, и у нас падает карта метла. Ну, одно колода солнца. Ну, вот смотрите, птица известия, собака от друзей, даже письмо, как письмо, известие, которое может привести к ссорам, конфликту, выяснению взаимоотношений. Поэтому солнце, не зря вам здесь падает на дне колоды. Пролейте свет, проясните ситуацию, а выясните, действительно ли так обстоят дела, как вам эту информацию принесли, как птичка напела. Или, может быть, все совершенно обстоит иным образом. Потому что у кого-то из окружения может быть неумышленно, человек может вам принести дезинформацию, а может быть специально с той целью, чтобы каким-то образом испортить вашу жизнь. Поэтому очень хорошо над этим задумайтесь. Но еще птицы, собака, плетки иногда означают и указывают на ситуацию, что вы можете узнать, что ваши знакомые либо ваши друзья могут о вас сплетничать за вашей спиной. Поэтому вот такая здесь ситуация. Но мы весь негатив с вами перекроем позитивом. Поэтому счастья вам, гармонии, реализации всех ваших самых заветных планов, целей и идей. Пусть январь для вас будет радостным месяцем, месяцем, который дарит надежду на светлое будущее и помогает воплощать все ваши цели, планы, идеи, задачи в жизни. Пусть будет все именно таким образом. Вот таким вышел расклад. От вас, как всегда, жду обратной связи по прошествии периода. Не забудьте черкнуть пару строк. Благодарю вас за внимание и до новых видео.